После 12 лет разлуки серебристо-спинная горилла собиралась воссоединиться с человеком, который растил ее с младенчества. То, что произошло дальше, поставило под сомнение все, что, как мы думали, мы знали об эмоциональной глубине этих великолепных созданий. Реакция этого существа растопит ваше сердце. Глубоко в сердце национального парка вулканов доктор Джеймс Митчелл стоял на опушке густого леса, сжимая в обветренных руках потрепанную фотографию. Фотография. На снимке была запечатлена его более молодая версия, баюкающая детеныша гориллы, момент, запечатленный 12 лет назад. В свои 52 года морщинки вокруг его глаз стали глубже, а в некогда темных волосах теперь появились седые пряди, но его страсть к сохранению дикой природы горела так же ярко, как и прежде. Он вернулся в Руанду, влекомый несбыточной надеждой, что где-то в этих горах Кензо, осиротевшая горилла, которую он вырастил, может помнить его. «Сейчас Форс выглядит совсем по-другому», — сказал Джеймс, глядя на густую зелень, расстилающуюся перед ним. Майя Рудковский, его местный гид и опытный приматолог, кивнула в знак согласия. В свои 35 лет Майя уже успела зарекомендовать себя как один из ведущих специалистов по поведению горилл, посвятив последние десятилетия выслеживанию и изучению горных горилл Руанды. Ее репутация человека, понимающего особенности семейной жизни горилл, сделала ее идеальным помощником Джеймса в этом эмоциональном путешествии. «Бамбуковый лес значительно разросся с тех пор, как вы были здесь в последний раз», объяснила она, поправляя свой поношенный рюкзак. Ее польский акцент, смягченный годами, проведенными в Африке, придавал ее словам музыкальность. Но гориллы по-прежнему следуют многим своим старым корням, своим привычкам, передавая свои знания из поколения в поколение. Утренний воздух был насыщен влагой и нес с собой насыщенный аромат влажной земли и растительности, который Джеймс так хорошо помнил по годам, проведенным в заповеднике. Каждый вдох пробуждал воспоминания о тех ранних днях, когда он только начинал свою карьеру в охране дикой природы. Звуки леса, отдаленные крики птиц, шелест листьев и легкий ветерок, редкий треск бамбука вдалеке. Все было в точности таким, каким он их помнил. Казалось, что время остановилось в этом уголке мира, сохранив все в точности таким, каким оно было, когда он в последний раз проходил по этим тропинкам. Джеймс провел годы становления своей карьеры в приюте для горилл Сан-Кенкве, посвятив себя реабилитации осиротевших горилл. Тогда заповедник был гораздо меньше и работал с ограниченным бюджетом, а его команда состояла из преданных своему делу защитников природы. Кензо был его первым и самым сложным случаем, когда 3-месячного младенца нашли рядом с матерью, ставшей жертвой браконьеров. Молодая горилла отказывалась от еды и чьего-либо утешения, пока не появился Джеймс. Воспоминания о той первой ночи нахлынули на него с такой яркостью, словно это произошло вчера. Он допоздна работал в заповеднике, когда поступил звонок. Еще одна жертва браконьерства, но на этот раз с выжившим младенцем. Поездка к месту спасения была напряженной, и каждый ухаб на дороге напоминал Джеймсу о хрупкости жизни в этих горах. Когда он впервые увидел Кензо, крошечный горилла прижимался к безжизненному телу своей матери, издавая тихие скулящие звуки, от которых у Джеймса разрывалось сердце. Сердце. «Та первая ночь была самой долгой в моей жизни», — поделился Джеймс с Майей, когда они осторожно пробирались по тропе. Он не ел и никому не позволял к себе прикасаться. В итоге я сидел на полу рядом с его карантинным вольером и просто разговаривал с ним часами. Я рассказал ему о своей жизни, о своей потере. Моя жена Ава скончалась всего за год до этого. Каким-то образом, я думаю, он понял наше общее горе. Майя внимательно слушала, забыв о блокноте в руке. Как ученый, она читала все статьи о реабилитации горилл,
Но, услышав личную историю, стоящую за одним из самых успешных случаев в приюте, она по-новому оценила ситуацию. Только когда Санрайз наконец позволил мне подойти, Джеймс продолжил. Его голос смягчился от воспоминаний. Он был таким обезвоженным, таким слабым. Когда он, наконец, взял у меня первую бутылочку, я плакала, как ребенок. С этого момента мы были неразлучны. Следующие несколько месяцев прошли в череде полуночных кормлений, опасений за здоровье и маленьких побед. Джеймс переехал в святилище на полный рабочий день, переоборудовав старую кладовку в импровизированную спальню. Кензо требовал постоянного внимания, и Джеймс охотно уделял ему его, находя исцеление в их крепнущей связи. «Раньше он спал рядом со мной», — сказал Джеймс, показывая Майе другую фотографию из своего бумажника. На этой фотографии Кензо чуть постарше, месяцев 6, свернулся калачиком на Джеймсе. Он успокоился бы, только если бы увидел меня. Другие сотрудники подшучивали надо мной по этому поводу, но мне было все равно. Ему нужны были эти связи. Это безопасность. Майя улыбнулась, признавая преданность делу, которое сделало Джеймса легендарным среди защитников природы. «В то время ваши методы были нетрадиционными», — отметила она, «но с тех пор они стали стандартной практикой. В настоящее время в приюте Сенкинкве всех новых воспитателей обучают устанавливать аналогичные связи со своими подопечными. С момента внедрения вашего метода вероятность успеха реабилитации удвоилась. Путешествие, которое привело Джеймса обратно в Руанду, началось 3 месяцами ранее с неожиданного электронного письма от доктора Сары Луна, блестящей молодой исследовательницы, посвятившей свою карьеру изучению социальной динамики горилл. В отличие от многих своих коллег, которые занимались исключительно сбором данных, Сара обладала даром распознавать индивидуальные особенности горилл, которых она изучала. Ее уникальный подход привел к прорывным открытиям в области социальных структур и эмоционального интеллекта горилл. В электронном письме содержались замечательные кадры, снятые во время ее обычных наблюдений. На видео был запечатлен характерный самец сильвербека, и ее внимание привлекли не только его внушительные размеры или властная внешность. Это было маленькое белое пятнышко шерсти над его правым глазом, отметина, которая соответствовала записям о Кензо, хранящимся в заповеднике. Но ее убедило в этом нечто большее, чем просто физические данные. Серебристо-спин демонстрировал необычное поведение, которое полностью соответствовало тому, что она знала о раннем воспитании Кензо. Когда я впервые увидела отснятый материал Сары, я не могла в это поверить, объяснила Майя, пока они осторожно пробирались по узкой тропинке. Мы следили за этой конкретной группой в течение многих лет, но никто не мог установить связь, пока она не сделала перекрестную ссылку на старые файлы Sanctuary. Сара потратила несколько недель на анализ отснятого материала, прежде чем связаться с кем-либо. Она хотела быть абсолютно уверенной. Джеймс кивнул, вспомнив, как дрожали его руки, когда он открывал первое электронное письмо. «Я, должно быть, смотрел это видео сотни раз», — признался он. «С каждым разом я замечаю все больше мелких жестов, все больше манер, которые напоминают мне о нем в детстве. То, как он наклоняет голову, когда ему любопытно, как он использует левую руку, чтобы погладить маленьких горилл, точно так же, как он держал свою бутылочку». На видеозаписи было видно и кое-что еще, что дало Джеймсу надежду на то, что Кензо, возможно, помнит его. Было замечено, что горилла с серебристой спиной демонстрировала необычное поведение на исследовательских станциях, проявляя нетипичный для диких горилл уровень любопытства к деятельности человека. Он часто сидел и наблюдал за исследователями с безопасного расстояния, что напоминало Джеймсу о том, как юный Кензо с удовольствием наблюдал за его работой в офисе заповедника.
По мере того, как они продолжали свой путь, Майя делилась своими собственными наблюдениями о серебристом коне, которого они считали Кензо. Она изучала эту конкретную группу в течение последних 3 лет, документируя их социальную динамику и территории проживания. Рассказы. «Он отличается от других сильвербеков, которых я видела», — объяснила она. «Большинство самцов горилл поддерживают свой статус, демонстрируя доминантность, но этот ведет себя так, что я могу назвать это мудростью. Он особенно нежен с младшими членами группы, что мы редко наблюдаем у диких серебристо-спинных». Утренний туман начал рассеиваться, когда они добрались до поляны, которая, как известно, часто посещалась группой Кензо. Майя подняла руку, давая Джеймсу знак остановиться. Сквозь густую листву они увидели нескольких горилл, которые мирно ужинали. Среди них выделялся массивный серебристо-спин с широкими плечами и властным видом. «Это он!» – прошептала Майя, едва слышно. «Видите белую повязку у него над глазом?» Сердце Джеймса, казалось, остановилось. Маленький сирота, которого он кормил из бутылочки, теперь был великолепным взрослым мужчиной, возглавлявшим собственную семейную группу. От этого преображения захватывало дух. Кензо двигался со спокойной уверенностью вожака, внимательно наблюдая за своей группой и методично срывая побеги бамбука. Группа состояла примерно из 12 горилл, 2 других взрослых самок, нескольких молодых особей и 3 младенцев. Джеймс с изумлением наблюдал, как Кензо периодически проверяет каждого члена своей семьи, проявляя особое внимание к самым младшим. Майя объяснила, что такой уровень внимания был одним из первых проявлений, которые привлекли внимание доктора – внимание Луны. Следуя строгим правилам, они сохраняли дистанцию, но Джеймс не удержался и сделал маленький шажок вперед. Это движение привлекло внимание Кензо, и Сильвербек вскинул голову, его темные глаза внимательно осмотрели местность. Остальные гориллы напряглись, готовые последовать указаниям своего вожака. То, что произошло дальше, вошло в легенды дикой природы. Кензо выпрямился во весь рост, впечатляющая демонстрация, которая обычно сигнализирует об агрессии или защите территории. Остальные гориллы начали отступать, но Кензо остался, не сводя глаз с Джеймса. Затем, сделав движение, от которого Джеймс и Майя потеряли дар речи, массивный серебристо-спин опустился на все 4 лапы и двинулся к ним. Майя схватила Джеймса за руку. «Стой, абсолютно неподвижно», — предупредила она, хотя ее голос выдавал ее неуверенность. Это не было типичным поведением гориллы, особенно для дикой серебристо-спинки, столкнувшейся с людьми. Кензо остановился примерно в 30 футах от них и присел на корточки. Его ноздри раздулись, когда он уловил их запах, доносимый ветерком. Джеймс почувствовал, как на глаза наворачиваются слезы, когда узнал этот легкий наклон головы. Жест, который он видел бесчисленное количество раз, когда Кензо был маленьким. Это был тот же самый наклон, который он продемонстрировал, когда Джеймс впервые познакомил его с твердой пищей. «Привет, здоровяк», — тихо сказал Джеймс. Его голос был полон эмоций. «Помнишь меня?» Реакция Сильвербека была мгновенной и удивительной. Он начал издавать низкие ракочущие звуки, которые Майя никогда раньше не слышала за все годы своего изучения горилл. Звуки были похожи на звуки, издаваемые детенышами горилл в поисках утешения, но более глубокие и зрелые. Были. Медленно, обдуманными движениями, Кензо подошел ближе, полностью игнорируя Майю и сосредоточившись на Джеймсе. На расстоянии 15 футов он снова остановился. В воздухе повисло напряжение. В голове Джеймса пронеслись воспоминания. Полуночные кормления, веселые состязания по борьбе. Первый раз, когда Кензо самостоятельно забрался на дерево,
День, когда он впервые присоединился к другим молодым гориллам в рамках программы социализации в приюте, и душераздирающий день, когда они должны были начать его реабилитацию перед выпуском на волю. Затем, в момент, который позже назовут чудесным, Кензо испытал реакцию, от которой растаяло бы ваше сердце. Он вытянул правую руку ладонью вверх, точно так, как Джеймс учил его делать перед тем, как дать ему бутылочку в детстве. Это был жест, который они практиковали тысячи раз. Простое движение, ставшее их особым ритуалом. Жест был настолько специфичным, настолько связанным с их общим прошлым, что не могло быть никаких сомнений, вспоминал Кензо. Слышал? Планшет Майи с грохотом упал на землю, но ни человек, ни горилла этого не заметили. Джеймс, двигаясь с той же осторожной точностью, с какой он делал это тысячи раз до этого, медленно протянул руку. Разница в размерах была поразительной. Массивная ладонь Кензо затмевала руку Джеймса, но нежность прикосновения не зависела ни от времени, ни от обстоятельств. То, что произошло дальше, было чем-то таким, чего никто никогда раньше не видел в мире дикой природы. Кензо, могучий серебристо-спин, переступил с ноги на ногу и подошел ближе к Джеймсу, опираясь на костяшки пальцев, демонстрируя доверие спокойными и покорными движениями. Когда Кензо был всего в нескольких футах от него, он издал тихие хрюкающие звуки, такие же, какие издавал в детстве, когда хотел утешения. «Все в порядке», – прошептал Джеймс прерывающимся голосом. «Я здесь, приятель». Реакция Сильвербека опровергала все, что, по мнению Майи, она знала о поведении диких горилл. Кензо осторожно протянул руку и коснулся лица Джеймса, вытирая своими массивными пальцами слезы. Джеймс заплакал. Он был таким нежным, совсем как тогда, когда он обращался с малышами в своем отряде. Этот жест был таким человечным, таким полным понимания, что Майя обнаружила, что тоже вытирает слезы. Позади них несколько членов группы Кензо осторожно приблизились, заинтересовавшись этим необычным взаимодействием. Среди них была молодая женщина с младенцем на руках, в которой Майя опознала одну из сирот. Кензо принял ее в свою группу. Малыш смотрел на Джеймса яркими, любопытными глазами, так сильно напоминая ему Кензо в том возрасте. Встреча выпускников продолжалась почти 2 часа. Кензо то сидел рядом с Джеймсом, то возвращался проведать свою семью. Казалось, он соединяет 2 своих мира – свое дикое настоящее и заботливое прошлое. Когда другие члены его стаи проявляли любопытство и подходили ближе, Кензо демонстрировал удивительное поведение, издавая успокаивающие звуки, которые, казалось, давали понять, что эти люди в безопасности. Джеймс присел на корточки, стараясь не делать резких движений, и протянул руку, чтобы дотронуться до одного из детенышей гориллы, собравшихся вокруг него. Горилла-мать, сидевшая неподалеку, смотрела на него спокойным, одобрительным взглядом. Ее глаза были мягкими. Она тихо хрюкнула, давая понять, что все в порядке, и поощряя остальных приблизиться. Младенец, любопытный, но осторожный, на мгновение заколебался, прежде чем подойти ближе. Ее. Джеймс улыбнулся, нежно протягивая руку, и его пальцы коснулись мягкого меха. Детеныш гориллы коснулся его руки в ответ, и между ними на мгновение установилась тихая связь. Когда мужчина наклонился, чтобы погладить другого детеныша, он внезапно почувствовал, как кто-то игриво дернул его за лодыжку. Прежде чем он успел среагировать, его перевернули вверх тормашками, и его ноги повисли в воздухе. Он издал удивленный смешок, поняв, что за неожиданным маневром стоял Кензо, не проявлявший никаких признаков агрессии, только привязанность. Массивные руки гориллы на мгновение удержали его на месте, словно обнимая в перевернутом положении, игриво напоминая об их общей связи. «Ладно, ладно», – засмеялся мужчина, пытаясь взять себя в руки. «Ты победил!» С тихим ворчанием горилла
осторожно поставила его на землю, как родитель, который ставит ребенка на ноги, прежде чем нежно прижаться к нему носом. «Полагаю, на сегодня мы закончили с акробатикой, да?» Мужчина ухмыльнулся, отряхиваясь и с радостью глядя на горилл. Этот нежный жест был игривым напоминанием о том, насколько крепкой стала связь между ними, наполненная доверием и заботой. В течение 2 часов, которые Джеймс провел с Кензо и его семьей, Майя наблюдала и документировала все происходящее. Ее научный ум лихорадочно осмысливал последствия того, чему она стала свидетелем. Как исследователь, которая потратила годы на то, чтобы глубже понять эмоциональный интеллект партизан, эта встреча стала подтверждением всех ее гипотез. «Это выходит за рамки простого понимания», — пробормотала она, быстро делая пометки. «Он активно способствует взаимодействию между своим прошлым человеком и нынешней семейной группой. Это совершенно беспрецедентно». По мере того, как день клонился к вечеру, стало ясно, что их совместному времяпрепровождению пора заканчиваться. Семейная группа Кензо двигалась дальше, и у него были обязанности их защитника. В последний момент, который навсегда запечатлелся в памяти Джеймса, Сильвербэк прижался лбом к груди Джеймса, что в обществе горилл является жестом безграничного доверия. «Спасибо тебе», – прошептал Джеймс, зная, что, возможно, это их последняя встреча. «Спасибо, что помнишь». Кензо отступил на шаг, долго смотрел на Джеймса, а затем повернулся, чтобы присоединиться к своей семье. Когда он скрылся в лесу, Майя, наконец, заговорила. «За все годы изучения горилл я никогда не видел ничего подобного». Но Джеймс едва ли слышал ее. Его разум был наполнен одной мыслью. Любовь, настоящая, глубокая любовь, может преодолеть любые границы, даже между видами, даже спустя 12 долгих лет. Испуганный ребенок, о котором он когда-то заботился, вырос в мудрого и нежного лидера, все еще хранящего доброту, которую ему когда-то проявляли. 3 месяца спустя приют для горилл Сен-Кенкве представил протокол Кензо, новый способ реабилитации горилл, направленный на укрепление доверия и эмоциональных связей. Джеймс вернулся к своей работе в приюте, обучая других, как с любовью и терпением ухаживать за осиротевшими гориллами. Что вы думаете об этой невероятной связи? Можете ли вы представить, чтобы горилла вспоминала человека после 12 лет разлуки? Поделитесь своими мыслями об этой необыкновенной истории любви и единения.